Друзья, всем привет! С вами IT-Dog. Apple выпустила iOS 26.4 Beta 3. Третья тестовая сборка. Но главный вопрос, это просто технический апдейт или внутри все-таки есть что-то интересное? Первые две беты добавили немало мелких изменений, но долгожданной Siri с искусственным интеллектом мы так и не увидели. Так что же изменила Apple в iOS 26.4 Beta 3? Оптимизация? Скрытые функции? Подготовка к чему-то большому? Сейчас разберемся. И в конце скажу, стоит ли вообще ее устанавливать. Но прежде чем начать, буду очень благодарен, если нажмете на колокольчик под этим видео и поставите палец вверх. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали. Итак, друзья, что нового в iOS 26.4 Beta 3? Сразу скажу честно, революции здесь нет. И не стоит искать визуально новых функций. Их вы просто не найдете. Но есть важные системные изменения. Первое – это проверка загруженных данных без интернета. Теперь система позволяет проверять статус уже загруженных данных даже без подключения к сети и обновлять их до последней версии, когда интернет появится. Это мелочь, но говорит о том, что Apple продолжает дорабатывать автономность системы. Ну как-то так. Второе. Усиленная защита памяти приложений. В iOS 26.4 Beta 3 появилась возможность усилить защиту памяти приложений. Звучит круто. А что же на самом деле это такое? Проще говоря, это еще больше защиты от уязвимостей и потенциальных атак. Для обычного пользователя это незаметно. Но на уровне безопасности это опять же таки шаг вперед. Ну что ж, спасибо тебе, Купертино. Третье. Продолжается тестирование сквозного шифрования iPhone Android. Друзья, ну когда вы уже закончите это тестирование? Android продолжает работу над сквозным шифрованием сообщений между iPhone и Android через RCS. Это важный момент. Потому что это шаг более защищенной кроссплатформенной коммуникации. Пока это тестирование, но направление очевидно. На практике мы это пока не можем проверить, так как это еще зависит от оператора. Четвертое. Новые поля для покупок внутри приложений. Добавлены новые параметры для работы с покупками. Это больше для разработчиков, но в перспективе может повлиять на удобство подписок и оплат. Пятое. Исправление и оптимизация. Что же исправили в iOS 26.4 Beta 3? А исправили следующее. Была проблема с загрузкой данных. Сбои были при подключении внешних накопителей. Но сейчас, как утверждают, они ушли. И мелкие системные баги. То есть акцент сейчас на стабильности. Ну что ж, посмотрим. Чтобы понимать картину полностью, напомню изменения прошлой сборки. Расширенное тестирование сквозного шифрования RCS. Новая функция универсального доступа уменьшить эффекты выделения. Автоматическое переключение на публичные беты, если не использовать Developer Beta 4 месяца. Небольшие изменения дизайна App Store и Apple Account. А также улучшение интерфейса в стиле Liquid Glass. Меню стало читаемее. Apple явно полирует систему перед релизом. Но стоит ли устанавливать iOS 26.4 Beta 3? Если вы уже сидите на iOS 26 Beta, обновляться стоит, как я. Сборка стабильнее. Используйте iPhone как основное рабочее устройство? Я бы не рисковал. Это все еще бета. Да, она работает корректнее предыдущих версий, но серьезных новых функций здесь нет. Так что не рискуйте. Если ждете вау, его пока не завезли. А как скачать iOS 26.4 Beta 3? Все очень просто. Переходим на сайт Apple Developer Program, авторизируемся через свой аккаунт Apple, принимаем соглашение, перезагружаем iPhone, затем заходим в настройки, основные, бета-обновления. И выбираем iOS 26.4 Developer Beta. Ну а дальше переходим в обновление ПО и устанавливаем сборку.
После этого система предложит загрузку iOS 26.4 Beta 3. Ну что ж, подведем итог. Сейчас Apple явно сосредоточена на оптимизации. Это этап шлифовки, а не добавления громких функций. Но именно такие сборки показывают, куда движется система. Если найдете что-то интересное в iOS 26.4 Beta 3, обязательно пишите в комментариях, закреплю сразу. И скажите сразу, вы ставите беты ради интереса или ждете только стабильную версию? Дайте знать в комментариях. Друзья, а также обязательно нажмите на колокольчик под этим видео и поставьте палец вверх, буду благодарен. Ну а самые классные обои на свой iPhone вы можете найти в нашем телеграм-канале, ссылочка в описании. С вами был IT Dog, всем желаю удачи и пока-пока.